Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу показать вам несколько красивых базовых узоров крючком, имитирующих резинку спицами. Все эти узоры отличаются, хотя они связаны одним рядом из полустолбиков. Узоры простые, но у каждого есть свой небольшой секрет вязания, который я расскажу. Узоры имитируют резинку спицами, если их развернуть поперек, и они отлично подойдут для вязания в поперечном направлении. Сейчас модно вязать таким способом кофты, кардиганы, свитера. Получаются очень красивые и теплые модели. Вот, например, узором номер 1 я вязала кардиган. Оставлю вам ссылку на это видео в подсказке и внизу под видео. А сейчас узором номер 3 с такими выразительными дорожками петелек я хочу связать жилет. И у меня уже получается вот такой образец вязания. И для сравнения я связала для вас 3 варианта узоров, которые имитируют резинку. И для сравнения связала еще образец узора резинки из соединительных столбиков, чтобы показать, какой плотный этот узор. Конечно, узор из соединительных столбиков тоже пользуется популярностью из-за того, что он плотный, но он очень эластичный и хорошо держит форму. То есть при растягивании возвращается вновь в прежнюю форму. И он отлично идет для вязания шапок и для отделки и окантовки изделий, допустим, по низу рукавов или по низу кофты. Он отлично подходит. Для вязания узоров я использовала достаточно толстый крючок номер 5. Если вы хотите связать данные узоры чуть плотнее, то можете использовать крючок тоньше. И вот этот первый узор, сейчас начну показывать, он самый простой, но в то же время он имеет вот выраженный рисунок резинки, как резинки спицами 1 на 1. Начинаем вязать узор, как обычно, с начальной цепочки петель. Я набираю цепочку петель. Вы можете набирать на любую длину. Я наберу всего 15 петель. Набрав цепочку нужной длины, теперь приступаем к вязанию первого ряда. Набираем 2 воздушные петли подъема для вязания полустолбиков. 2 петли подъема мы будем набирать всегда при начале вязания каждого ряда. И для полустолбика делаем на крючок накид. Получается, в 3-ю петельку от крючка вводим головку крючка, вытягиваем петлю на крючок и провязываем 3 петли с крючка. То есть вяжем обычные полустолбики. И первый ряд мы вяжем 15 полустолбиков. То есть ничего здесь пока нет секретного. Я провязала первый ряд полустолбиков. Далее поворачиваем работу на обратную сторону. Для второго ряда набираем также 2 воздушные петли и начинаем выполнять резинку. Для этого для полустолбика делаем на крючок накид, но крючок вводим не за полупетельки столбиков предыдущего ряда, а ниточку горизонтальную ниже под полупетельками. И также на крючок вытягиваем петлю и затем провязываем полустолбик. То есть все отличие в том, что мы вяжем не за полупетельки, а ниточку ниже полупетелек. И провязываем также 15 полустолбиков по этому ряду. Все следующие ряды мы вяжем резинки точно так же. Вводим крючок за ниточку ниже полупетелек и провязываем полустолбики. Этот узор двусторонний, и он с двух сторон выглядит абсолютно одинаково.
Сейчас пока не видно, как формируется узор, но если мы повернем на обратную сторону, то здесь остаются полупетельки и формируется вот такая вот косичка из петель. Я заканчиваю вязание второго ряда. И вот смотрите, последний столбик мы вяжем из последней ниточки за полупетельками последнего столбика. Поворачиваем работу. Вот она, дорожка из петелек остается. Третий ряд также 2 петли подъема и вяжем полустолбики. Тоже оставляю 2 полупетельки столбиков предыдущего ряда свободными, а вводим крючок за ниточку горизонтальную ниже. И также в обратном направлении вяжем полустолбики. Итак, можно вязать узор на любую высоту. И здесь тоже при провязывании столбиков, вот они, дорожки из петелек остаются на обратной стороне. И узор выглядит абсолютно одинаково с двух сторон. Узор номер 2 имеет очень интересную фактуру из переплетенных нитей. Он довольно мягкий, рыхлый и эластичный. Для начала вязания этого узора набрала столько же петель, 15 воздушных петель. И для первого ряда также набираем плюс 2 петли подъема. Первый полустолбик вяжем как обычно. Делаем на крючок накид, вводим крючок в третью петлю от крючка и провязываем полустолбик. Следующие полустолбики вяжем, предварительно введя крючок в вертикальную ниточку предыдущего столбика. То есть вначале мы ввели крючок в ниточку предыдущего столбика, далее делаем на крючок накид, вводим крючок в полупетельку начальной цепочки и провязываем полустолбик. И повторяем, вводим крючок вот в вертикальную, если посмотреть на предыдущий столбик, вот у него крайняя вертикальная ниточка. Вводим крючок за нее, далее делаем накид для полустолбика, вводим крючок за полупетельку и провязываем полустолбик. И таким образом вяжем в обратном направлении первый ряд. То есть первый у нас полустолбик был обычный и 14 полустолбиков. Вот в начале вводим крючок в ниточку предыдущего столбика и затем провязываем полустолбик. И посмотрите, из-за того, что мы вводим крючок вот за эти ниточки, они ложатся как бы под наклоном и формируют интересный рисунок переплетения нитей. Заканчиваю вязание первого ряда. То же самое, вводим крючок в начале в ниточку предыдущего столбика, делаю на крючок накид, последнюю петельку цепочки ввожу крючок и провязываю полустолбик. Далее разворачиваю работу, 2 петли подъема, делаю на крючок накид, в третью петель полупетельку, вот дальнюю полупетельку столбика предыдущего ряда, последнего столбика получается, ввожу крючок и провязываю в начале обычный полустолбик. А следующие столбики ввожу предварительно крючок в вертикальную ниточку предыдущего столбика, делаю накид, затем во вторую полупетельку столбика ряда ниже и провязываю полустолбик. И таким образом мы вяжем все ряды одинаково. И получается данный узор. Вот в этом ряду точно так же ниточки идут под наклоном и формируется такой узор. Он тоже двусторонний и очень красивый. Теперь показываю третий узор. Он имеет такие выразительные пышные дорожки из петелек, и мне он очень понравился. Он такой мягкий, рыхлый и приятный на ощупь. Тоже двусторонний.
и показываю, как он вяжется. Вяжется тоже из полустолбиков, но полустолбики провязываются особым образом. Сейчас покажу как. Набрала тоже 15 воздушных петель, цепочку, и для начала ряда 2 петли подъема. Далее делаем на крючок накид, и накид я придерживаю пальчиком. Ввожу крючок в третью петельку от крючка и разом, то есть мы обычно вытягиваем нить на крючок и затем провязываем 3 петли с крючка, а здесь необходимо полустолбик провязывать разом. То есть сразу 2 петли с крючка мы провязываем. Показываю еще раз. Делаю на крючок накид, придерживаю пальчиком накид, чтобы он не затягивался, ввожу в полупетельку крючок и, вытягивая нить, разом провязываю полустолбик. И еще раз показываю. Можно низ тоже придерживать полустолбика, чтобы как бы провязать такой полустолбик. Низ придерживаем и провязываем, чтобы у нас верх не затягивался и легко было провязать такой полустолбик. Вот необходима небольшая ловкость пальцев, немножко натренироваться, чтобы быстро вязать такой узор. Но он очень тоже получается приятный и красивый. Итак, таким образом вяжу полустолбики, первый ряд, до конца цепочки. Заканчиваю вязание первого ряда и из последней петельки цепочки провязываю последний полустолбик. Далее разворачиваю работу, делаю 2 петли подъемы и вяжу второй ряд. Точно такие же полустолбики. Делаю на крючок накид, придерживаю накид пальчиком, ввожу крючок за вторую полупетельку столбика предыдущего ряда и провязываю тоже разом такой полустолбик и повторяю. То есть все ряды мы вяжем однотипно, и получается такой интересный рисунок. Если ниточка, как у меня, вот расслаивается, иногда могут такие столбики запутаться, поэтому выбирайте нить более подходящую для вязания, чтобы удобно было вязать такой узор, но он очень красивый. И вот такие пышные полупетельки остаются, и получается такой узор двусторонний, очень красивый. Дорогие рукодельницы, если вам интересны такие узоры, они вам понравились, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.